В атласе нестабильности есть три типа сущностей. Юнит — цифровое сознание, которое оператор помещает в тушки игровых персонажей, заменяя их сознание. Оператор — чудик, контролирующий юниты и создающий логи их приключений. Наблюдатель — это ты. Ты можешь просматривать логи и оставлять комментарии. Добро пожаловать в атлас нестабильности. Доброе утро! У микрофона Флорил с рубрикой «Атлас нестабильности». В первом логе Атласа, признаюсь, я все еще пытаюсь создать идеальную рубрику, которая даст мне возможность реализации идей. Прошлая рубрика «Шум нестабильности» мне нравилась, но она пыталась рассыпаться, когда к видео начал прикручивать интерактивную карту приключений. На основе прошлой системы я собрал интерактивную карту, подвязал к ней выпуск видео и проведение прямых трансляций, получив мета-игру под названием «Атлас нестабильности». Краткий концепт прост. В роли оператора я прохожу компьютерные игры, создаю контент и получаю за это монетки Атласа. Монетки дают возможность двигать мои фишки по карте, постепенно открывая ее. Финальной цели нет. Пройдя один регион карты, открывается 3 новых, давая возможность размещать больше фишек и исследовать больше локаций. А вот цель пути по Атласу есть. Я развиваю свои каналы, развиваю навыки производства видео от идеи до финального релиза, развиваю навыки программирования для создания приложения Атласа и развиваю навыки рисования пиксель-арта. В Атласе осталась концепция моих цифровых созданий — юнитов. Юнит помещается в оболочку игрового персонажа, получая его воспоминания и скрипты, дабы не ломать сюжетные моменты. Сам игровой персонаж пропадает, мы просто его выселяем. Для примера отлично подойдет Клод из Grand Theft Auto 3. Пересказывая сюжет этого приключения, я буду подразумевать, что под моим управлением не сам главный герой от разработчиков, а мой юнит, помещенный в оболочку Клода. И возможен второй вариант для игр песочниц. Юнит помещается в пустую оболочку с каким-то набором характеристик. Для примера возьму персонажа из Grand Theft Auto Online. Здесь оболочка создается пустой, и я сразу вселил в нее своего юнита. Теперь она переживает приключения, добывает денежки и ругается временами. И раз уж мы к ней подошли, то хочу вас познакомить. Мой первый и основной юнит — Гилла. Алло! Экранное время переходит к юниту Гилле. Я являюсь одним из разветвлений разума оператора, позволяя ему проживать приключения в виртуальных мирах. Мне досталась тяга к совершению криминальных действий, поэтому не нужно удивляться подобному в наших прохождениях. Как ты понял, у юнитов есть свой голос, который не может пробиться в наш мир из-за условий нестабильности. Ко мне он приходит в виде цифрового сигнала, который можно озвучивать. И да, мне тяжеловато отыгрывать разных героев, но без этой фишечки я стану простым рассказчиком про игры, которых на YouTube миллион. Теперь, когда мы знаем, кто такие юниты и что такое атлас нестабильности, логично начинать сводить идею воедино. Карта атласа состоит из регионов. Каждый регион состоит из 11 зон, 10 зон нестабильности и одно убежище. Задача оператора — за монетки покупать кубики перемещения и двигать юнитов по карте. Задача юнитов — завершать движение на зоне нестабильности, дабы совершать стабилизацию. При стабилизации зоны я бросаю кубик и присваиваю ей тип. Например, оператор бросает кубик перемещения и выпадает 4. Гилла перемещается в зону нестабильности 1.4. Теперь же задача оператора бросить другой кубик, на котором, допустим, выпала единица. Клетка становится улицей города, и никаких действий тут совершать не требуется. Юнит просто стоит. А могла бы кому-нибудь втащить? Помимо улицы города, зона нестабильности может стать зоной с государственной структурой, зоной с торговцем или зоной с блокировкой до реализации контента по какой-то игре. Подробные правила я прописываю в кодексе Атласа. Ссылку на его веб-версию оставлю в описании. Он пока в стадии разработки, но основное ядро уже создано. Еще на канале проводятся прямые трансляции, где строится Атлас, планируются ходы и проходятся игры. Наблюдатели там смогут помогать юнитам, приобретая ящики поддержки и снабжая их различными предметами. А еще ходы по карте с пояснениями будут проходить в обычных логах Атласа. В первой части ролика будет рассказ о прохождении игры, а во второй части буду рассказывать о перемещении по карте. Наблюдатель, он там продолжит рассказывать кучу правил, а не просто кинет кубики, чтобы я подралась. Теперь ты знаешь устройство атласа нестабильности. Есть я, оператор. Есть юниты, цифровые создания вроде Гиллы. Есть карта, по которой они двигаются. Есть монетки, кубики и кодекс. И есть ты, наблюдатель, который может влиять на этот мир. В логах мы будем смотреть историю прохождения игр и делать ходы по карте атласа. На стримах готовиться, копить монетки и открывать ящики. Смотри под ноги и береги себя, наблюдатель. Все, пока.